Ящик массой 2 килограмма лежит на наклонных мостках, составляющих горизонтом угол 30 градусов. Какая сила удерживает ящик на наклонной плоскости? И чему равна эта сила? Так, задача известна, что на наклонных мостках лежит ящик массой 2 килограмма. Мостки составляют угол 30 градусов горизонта. Нужно узнать, какая сила удерживает этот ящик на этих наклонных мостках и чему она равна. Построим эту картину. У нас будут наклонные мостки с углом 30 градусов горизонту. Это у нас направление к горизонту. Это угол 30 градусов. И на этих мостках лежит ящик. Масса ящика 2 килограмма. Давайте определим все силы, которые будут в данном случае действовать на этот ящик. Ящик имеет массу 2 килограмма, значит, у него под действием земного тяготения есть вес этого ящика. Можем записать, что P равно масса умножить на G. И действует она вертикально. Вот это у нас будет значение вектора силы тяжести. Его можно разделить на две составляющие. То есть заменить этот вектор действием двух сил. Одна сила будет действовать перпендикулярно плоскости, на которой лежит вот здесь угол 90 градусов. Вот это одна сила, обозначим ее N. А вторая сила, которая будет действовать параллельно вот этим мосткам. Мы зовем ее силой F. Практически вот эту силу тяжести можно заменить на две силы. Разложить по вектору. Два вектора разложим. Это один вектор, второй вектор. Посмотрим, какие будут действия этих векторов. Реально против этого вектора N, который мы разложили, он действует перпендикулярно плоскости мостка, будет действовать сила реакции мостков, которая будет направлена вертикально вверх от этого же, для того, чтобы его компенсировать. Ведь если здесь мостков не было, ящик, конечно, упал. А так, согласно третьему закону Ньютона, получается, что вот эта составляющая будет компенсироваться реакцией самих мостков, которые сила действия равна силе противодействия. Реально она будет компенсироваться состоянием и будет участвовать в чем? В создании силы трения. А эта сила, она просто старается этот ящик сдвинуть по этим мосткам вниз. И если бы не было никакой силы, удерживающей этот ящик на месте, он, естественно, под влиянием этой силы двигался вниз. А какая его сила удерживает? А удерживает его сила трения, которая направлена в противоположную сторону действия этой силы. Напишем, это сила трения. И эта сила трения создается ничем иным, как давлением вот этой силы. В данном случае нам ни коэффициент трения не дан, ничего. Мы знаем о том, что существует сила трения, которая обусловлена действием вот именно этой силы. И можем сказать о том, что если ящик находится в неподвижном состоянии, можем сказать, что эта сила F, вот эта сила F равна силе трения. Они друг друга уравновешивают, компенсируют, что ящик находится в неподвижном состоянии. Давайте теперь из треугольничка в этот угол, такой же точно 30 градусов, и здесь угол 30 градусов, из геометрического подобия вот этих треугольников, мы можем сказать о том, что соотношение этой силы к гипотенузе этого прямоугольного треугольника является что? Это синус угла. Ну, отношение, понятно, этого катета к гипотенузе это косинус альфа. Отсюда можно написать, что f равно, с одной стороны f равно p на синус альфа. А n, которая здесь есть тоже, n будет равно p умножить на косинус альфа. В данном случае сила N нас, сейчас мы ее рассматривать не будем, потому что в общем случае мы рассматриваем только какая-то сила, которая удерживает, то есть сила трения. Итак, можем приравнять вот эти силы, раз ящик находится в неподвижном состоянии, что эта сила компенсируется этой силой. Можем сказать о том, что сила F равна силе трения. Ну а теперь вместо силы F можем поставить вот это значение, вместо P подставляем значение G, и мы узнаем, какая же сила трения действует в данном случае на вот этот ящик массой 2 кг. Итак, запишем, что сила трения F трения равно F, еще раз, условие равновесия, где две силы эти компенсируют друг друга, не дают ящику сдвинуться вниз. F равно P, что множится на синус альфа. Вместо P подставляем значение mg, получаем mg, умножим на синус альфа. И подставим сюда теперь все те значения, которые нам известны. M это 2 килограмма. G это 9,8 метров за секунду в квадрате и множится на синус альфа. Синус альфа, синус 30 градусов это что? Это 1/2. Двойка сокращается. Что получаем? Килограммы на метр на секунду в квадрате. Получаем 9,8 килограмм на метр на секунду в квадрате. А это выражение для Ньютона. Получаем 9,8 Ньютона. Как ответ, сила, которая удерживает ящик для того, чтобы он не двинулся с мостков, является силой трения. И в данном случае она будет равна 9,8 Ньютона для веса массой 2 кг. Ну, если масса, естественно, больше, видите, тут отсюда удобно, что вот это сократилось. Если ящик будет больше веса, естественно, оно автоматически получается, что сила удержания в трении будет больше.